Есть страны, которые оправдывают ожидания, есть страны, которые их не оправдывают. Ну, а есть Швейцария, потому что сколько бы красивых фотографий вы бы не увидели до поездки, реальность все равно оказывается намного красивее. Швейцария – страна, которая занимает меньше места на карте, чем многие области Европы. Но при этом здесь находятся тысячи озер, более 1500. Здесь 4 официальных языка. Здесь одни из самых высоких зарплат в мире. Здесь почти нет природных ресурсов, но именно Швейцария стала одной из самых богатых стран планеты. А еще здесь есть удивительная особенность. Кажется, что эта страна существует сразу в двух измерениях. На фотографиях она выглядит, слишком красивой, чтобы быть настоящей. А когда приезжаешь сюда лично, оказывается, что фотографии не передают и половины того, что видишь своими глазами. Мы много раз слышали про Швейцарию, про часы, про банки, про шоколад, про знаменитые альпийские деревушки. Но чем больше мы готовились к этому путешествию, тем больше понимали, Швейцария – это намного больше, чем набор известных стереотипов. Поэтому мы решили отправиться в большое путешествие, проехать сотни километров, увидеть самые красивые города, подняться в Альпы, прокатиться по одним из самых живописных дорог и попытаться понять, почему миллионы людей мечтают однажды сюда попасть. А начать эту историю хочется именно здесь. В городе, который много лет называют самым красивым городом Швейцарии. В городе, где средневековые башни отражаются в воде озера, а над крышами домов возвышаются снежные вершины Альп. В городе, который выглядит так, словно его кто-то придумал специально для туристических открыток. Добро пожаловать в Люцерн! И добро пожаловать в наше большое путешествие по Швейцарии! Мы начали свое путешествие по Швейцарии с города Люцерн. Невероятно красивый городок, находится между несколькими озерами. За мной замок Мегенхорн. Невероятной красоты замок 17 века. Находится также на берегу озера. Вы знаете, так посмотришь, я бы тут жила, вообще очень бы хорошо жила. Просыпаешься, у тебя из окна вид на озеро, на горы. И вот это вот, что называется, райская жизнь. Бонни, кстати, тут, кажется, тоже сильно нравится. Хочу еще пойти посмотреть на капеллы. Так вот начинается красиво, удивительно наше путешествие. Это историческое поместье с замком. Его архитектура вдохновлена французскими загородными резиденциями того времени. Внутри частично сохранился оригинальный интерьер, а вокруг раскинулся просторный парк с панорамными видами на озеро и горы. Это место наполнено атмосферой уюта, покоя и швейцарского величия. Просто посмотрите, какое невероятное количество виноградников. Вот мне интересно, это с давних времен, и вот они так хорошо жили в своем замке и выращивали так виноград. Я почему-то думаю, что да, потому что им тут, кроме как пить вино и купаться в озере, я даже не знаю, что еще можно делать. И гулять по этой всей территории огромной. Пошли еще немножко пройдемся и поедем уже в сам город, в Люцерн. Посмотрим эту старинную красоту. И это мы только въехали в Швейцарию. То есть у нас впереди еще, ой, сколько красивых мест. Ну а теперь мы отправляемся в сам Люцерн, город, который сочетает в себе богатую историю, живописную архитектуру и невероятную атмосферу. Впереди старый город, знаменитый часовой мост, уютные улочки и многое другое. Знаете, я вот думала, что Германия супер велосипедная страна, но нет. Швейцария тут еще больше. Но на самом деле, как водить машину, здесь так немножечко сложновато, потому что эти велосипедисты, они едут то справа, потом они перестраиваются, едут по центру. И эта разметка просто вообще разрисована вся дорога. Так что, может быть, тут даже реально будет лучше на велосипеде, но страшно. Все, идем на старый мост и в центр города. А еще я хочу узнать, сколько тут стоит кофе, мне это очень сильно интересно. Сейчас найдем какое-нибудь классное место и выпьем кофе.
Итак, мы в Люцерне. Это живописный город, расположенный на берегу озера в Швейцарии. И за мной это символ Люцерна, это часовенный мост. Он самый старый деревянный мост в Европе, построенный в 1333 году. Как бы обалдеть! И он пешеходный мост, мы обязательно по нему сейчас пойдем. Знаете, вот чувствуется вот роскошь, красота. Тут такое все идеальное. Божечки! Тут воробьи как чайки. Еще классно, так везде есть лесенки в воду. Немножко не понимаю, но у меня просто предположение, что это для уток, лебедей, чтобы они могли выходить, но как бы, а зачем им? Вода невероятно чистая, просто прозрачная. Интересные моменты. Эти деревянные мосты делали с крышами. Чтобы вы понимали, во-первых, чтобы снег, защитить вот эту вот деревянную основу от снега, от дождя, от всех этих осадков. Второе, это чтобы защитить людей от дождя и от палящего солнца, чтобы им было комфортно проходить. А еще, это как культурное место, там очень много картин. Сейчас, если получится, там нереальное количество людей, мы сейчас сможем, мы обязательно заснимем эти картины. Пошлите, пройдемся по нему. Это самый старый мост. Представляете, вот почти 1000 лет. Ну, как почти. Через 300 лет будет 1000. Но он самый старый в Европе, деревянный. Так-то. Строили же раньше, а? Все, картины закончились. Посмотрите, тут по мосту, ой, очень много цветов, и они настоящие, то есть они живые, и они прям через весь мост идут. А вообще с него открывается невероятный вид на старый город Люцерна. Прям стоишь, смотришь, вот смотришь на эти все барочки, которые прям по набережной расположены. Вот так все идеально выглядит. Я думаю, это вот видео не передает. А мы едем дальше изучать, смотреть. Кстати, интересный факт. Мы нашли кофе. 3,80. То есть как бы в плане кофе Швейцария не дороже Германии, а даже подешевле будет. Ну, либо нам так повезло. В общем, можем себе позволить. А вообще мы находимся сейчас в самом-самом центре Люцерна. Невероятной красоты здания, боже, такая чистота. У меня прям вот глаза вот так вот, ходишь постоянно наверх, смотришь. В общем, не зря Люцерн попал во все путеводители. Посетить стоит, а мы пить кофе. Я, флаг, озеро, горы. Вот тут вот самые высокие горы, они отсюда достаточно далеко, и их сейчас не видно из-за вот этого всего, из этих облаков.
Надо какое-то впечатление сказать, а у меня просто одно впечатление в целом. Красота. Все, это все, что я могу сказать об этом месте. Прекрасный город, шикарное озеро, невероятная чистота. Божечки, приезжайте в Люцерн. Что интересно, в Люцерне не так много высоких гор. Основная часть вот этой всей красоты, которую вот мы хотим увидеть, что мы ждем от Швейцарии, она находится вот там вот. То есть все вот эти горы самые высокие, то есть Ури-Роксток, он 2900 метров. Вся вот эта красота находится вот прямиком туда. Но сегодня ничего не видно, потому что очень низкие облака. Но во всяком случае мы очень счастливы, что сегодня, по крайней мере, не было дождя. Это уже прогресс. Но в целом, вот если посмотреть на эту картинку, чистое небо, тут очень хорошо должно быть видно все горы. Но сегодня немножко с облаками не повезло. Ничего, мы ж туда едем, мы это все увидим своими глазами и близко. Так что будем наслаждаться. Тут вот максималка 1900 всего лишь. Еще на ледник. На ледник хочу. Боже, тут по всему озеру плавают лебеди. Это где-то так вообще круто. Они сюда выходят на сушу, где люди ходят и ложатся спать. То есть вы представляете, какое отношение у людей, у животных друг к другу, что никто никого не боится, никто никого не трогает. И у них невероятно чистая, прозрачная вода. Мне кажется, вот лебеди тут самые счастливые жители. Еще и всегда сытые. Ой, божечки, как красиво. Кстати, действительно тепло. Красота. Иногда кажется, что Люцерн собрал в себе все, за что люди любят Швейцарию. Горы, озера, старинную архитектуру и ту самую атмосферу, которую невозможно объяснить словами. Но впереди нас ждет еще целая страна, и кажется, самое интересное только начинается. До встречи в следующем выпуске.